Третий текст описывает 6 вещей, которые благоприятны для исполнения преданного служения. Это 6 очень важных вещей, о которых мы все должны помнить. Для того, чтобы успешно практиковать бхакти. Прасидьяти означает достичь успеха. И я надеюсь на то, что все вы хотите стать успешными. Да. Да. В материальной жизни? No. Spiritual life. В духовной жизни. Yeah. Actually, you cannot become successful in material life. На самом деле, в материальной жизни нельзя стать успешным. Because it all gets taken away from you at the time of death. Потому что в момент смерти у вас все заберут. Do you agree? Согласны с этим? And death is inevitable. Смерть, она неотвратима. Just like winter will come. Winter in Ukraine will come. Подобно тому, как хотим этого или нет, но в Украине все равно наступит зима. And I think it's very bad. Я думаю, не очень приятно. Yeah? This is like winter in South Africa this day today. Вот сегодняшний день это как зима в Южной Африке. When I tell people in South Africa, -10, -20, -30. Когда я людям в Южной Африке говорю минус 10, минус 20, минус 30, like India, или в Индии, they can't understand. они просто это понять не могут. -35. Минус 35. They haven't even seen snow. Они в своей жизни ни разу снега даже не видели. Most Indians haven't seen snow. Большинство индусов не видели снега. Except in the fridge. Кроме как в холодильнике. So materially, everything gets taken away from us. Поэтому в материальном смысле у нас все заберут. It actually seems very unfair. We work so hard and become attached to our children and family members. И выглядит все очень несправедливым. Мы так много трудились, прилагали усилия, испытывали привязанность к нашим членам семьи, детям. Prabhupada says that family members are natural objects of affection. Прабхупада говорит, что члены нашей семьи являются естественными объектами нашей привязанности. In the Bhagavad Gita, chapter 13, text 8. 13 стихе Бхагавад-гиты. В главе Бхагавад-гиты, текст 8. But we get separated from them. Однако, когда мы разлучаемся с ними, They die or we die. могут умереть либо один, либо мы. And we work hard, so hard to make the money. Мы так тяжело трудились, чтобы заработать денег. But in the last 3 years, from this recession throughout the world, Но за последние 3 года из-за кризиса во всем мире many people have lost millions of grievance. многие люди потеряли миллионы гривен. And then you lose your health. Затем можно потерять здоровье. Isn't it? Также. So materially, it's very dismal. Поэтому материально все такое нестабильно, шатко. Material life is very gloomy. Материальная жизнь очень такая темная. Gloomy means like dark. Темная. Like a horror movie. Как в фильмах ужасов. Spiritual life is full of happiness. Духовная жизнь полна радости, счастья. So these 6 things are important. И вот эти следующие 6 вещей являются очень важными. So the first one, utsaha, means enthusiasm. Первое, утсаха, означает энтузиазм. So let me read what Prabhupada says. Я хочу прочитать, что пишет Прабхупада. One should accept this opportunity to return home. Человек должен воспользоваться этой возможностью, чтобы вернуться домой. Back to Godhead. Назад к Богу. Very enthusiastically. Использовать эту возможность с большим энтузиазмом. So this human form of life is an opportunity. Поэтому эта человеческая форма жизни является этой возможностью. Srila Bhaktisiddhanta said the human form of life is even superior to spiritual life and the demigods. И Шрила Прабхупада говорил, что для духовной жизни человеческая форма жизни даже считается более лучшей и возвышенной, чем тела полубогов. And then he describes of all places in this universe, the earth, human birth
on the Earth planet is the most auspicious. И он пишет также, что среди всех планет Вселенной рождение в человеческом теле на планете Земля является самым благоприятным. And then on the Earth planet, India is the most auspicious. И на планете Земля Индия является самой благоприятной. And in India, Bengal is the most auspicious. И в Индии Бенгалия самое благоприятное место. And in Bengal, Navadvip is the В most. Бенгалии Навадвипа. Because that's where Lord Chaitanya appeared. Там явился Господь Чайтанья. Without enthusiasm, one cannot be successful. Без энтузиазма человек не может достичь успеха. Even in the material world, one has to be very enthusiastic Даже в материальном мире нужно быть очень энтузиастичным in his particular field of activity в своей области деятельности, in order to become successful. для того, чтобы достичь успеха. And Prabhupada gives examples now. Прабхупада сейчас приводит пример. A student, a businessman, Студент или бизнесмен, an artist, или художник, or anyone else who wants success in his line любой другой, кто хочет достичь успеха в своей деятельности, must be enthusiastic. должен иметь энтузиазм. Also, one has to be enthusiastic in devotional service. Также человек должен быть энтузиастичен в преданном служении. Enthusiasm means action. Энтузиазм означает действие. But action for who? Но действие для кого? The answer is one should always act for Krishna. Ответ таков, что надо всегда действовать для Кришны. Krishna Tequila Chesta. So, enthusiasm is a basic principle. Энтузиазм является таким основой, базовым принципом. So, practically speaking, what does this mean? И практически, что это означает? You have to be enthusiastic to do the most important things. Нужно быть энтузиастом в том, чтобы делать самые важные вещи. So in spiritual life, what is your most important activity? И в духовной жизни какая наша деятельность является самой важной? Chant Hare Krishna. Повторять Харе Кришну. Even Prabhupada has written the most important instruction of the Guru Прабхупада пишет, что самое важное наставление гуру is to chant Hare Krishna. — это повторять Харе Кришну. He's written this. Он написал это. So, what is the most important time of the day? И каково самое важное время дня? Early in the morning. Раннее утро. Chant. Нужно повторять. Try to chant purely, Shuddhanam. Пытаться повторять чисто Шудханаму. You have to make an effort. Нужно к этому прилагать усилия. So, enthusiasm, then being patient. Затем быть терпеливым. So, Utsanishta Daya. Daya means to be patient. Дхарья означает быть терпеливым. So, what does Prabhupada say? И что Прабхупада говорит? These activities must be executed with patience. Вся эта деятельность должна исполняться с терпением. Now, this introduces like a dilemma, И вот это звучит как такая дилемма. almost like two opposites. Почти что как две противоположности. On the one hand, you've got to be enthusiastic. С одной стороны, надо быть энтузиастичным, On the other hand, you've got to be patient. а с другой стороны, надо быть терпеливым. Now, how do you balance that? Как это можно сопоставить? Patient means you can't become a Mahabhagavat in a weekend. Терпение заключается в том, что мы не сможем стать Махабхагаватой за одни выходные. It's going to take you a little longer than that. На это нужно чуть-чуть больше времени. The example is Western medicine. И примером является западное лекарство. It's called allopathic medicine. Называется аллопатическое лекарство. And they love giving you pills, То есть любят давать таблетки. you know? And the patient has disease for 20 years. И у пациента, может быть, болезнь была 20 лет. And he wants to take one pill and cure everything. Но он хочет выпить одну таблетку и сразу от всего вылечиться, Finish. чтобы с болезнью было покончено. But if you've had a disease for many years, Но если болезнь у вас была столько много лет, it'll take you many years to cure yourself. столько же, или, по
крайней мере, много лет уйдет на то, чтобы ее вылечить. So Ayurvedic medicine is a more slower process. И аюрведическое лекарство, оно является более медленным, But it deals with the real problem. но оно работает с настоящей проблемой. Whereas Western medicine, generally, it just deals with the symptoms. В то время как западное лекарство обычно работает просто с проявлениями. It doesn't deal with the actual problem. Оно не лечит саму проблему. Like you may have fever, Например, у вас может быть высокая температура, so your body gets hot. и тело в огне. So Western medicine, the idea is just cancel out the hotness. И с точки зрения западной медицины нужно просто сбить температуру. By giving you something maybe that makes you cold. То есть дали вам что-то, что заставит вас стать более холодным. But Ayurvedic medicine will go to the cause of why you have a fever. Аюрведическая такая медицина, она будет работать с причиной, почему у вас повысилась температура. Yeah. So one has to be patient. Поэтому нужно быть терпеливым. And Prabhupada gives the example. Прабхупада приводит пример. This Hare Krishna movement was started single-handedly. Я в одиночку начал это движение сознания Кришны. And in the beginning there was no response. И вначале не было никакого отзыва. But because we continued in devotional service with patience, Но поскольку я с терпением продолжал деятельность сознания Кришны, people gradually began to understand люди постепенно начали это понимать. the importance of the Hare Krishna. Они начали понимать важность движения сознания Кришны. One should not be impatient Поэтому не надо быть нетерпеливым, in discharging devotional service, когда мы совершаем преданное служение. but should take instruction from the Guru Мы должны получать наставления от гуру and execute them with и patience, исполнять их терпеливо, depending on the mercy of Guru and Krishna. завися при этом от милости гуру и Кришны. The successful execution of Krishna consciousness И успешное исполнение сознания Кришны requires both patience and confidence. требует как терпения, так и уверенности. So, Prabhupada went to America Прабхупада поехал в Америку, and he was preaching without any success for the first 9 months. Когда Прабхупада приехал в Америку, то первые 9 месяцев его проповедь не достигала никакого успеха. No students or disciples were coming forward. К нему не присоединялись, не было ни учеников, ни студентов. Then after 9 months, Затем, через 9 месяцев, some young boys and girls started coming forward. начали приходить, присоединяться юноши и девушки. Satsura Maharaj, Сасарупа Махарадж, Mukunda Maharaj, Кунда Махарадж, Умапати. Maharaj. So, Prabhupada recalls that sometimes he would feel despondent. И Прабхупада вспоминает, что иногда он чувствовал какое отчаяние. And he'd even walk down to the harbor and see the boats and find out when the next one was going back to India. И он иногда ходил на причал и узнавал, когда будет ближайший пароход в Индию. But he didn't leave. Но тем не менее он не уплыл. Krishna kept him. Кришна задержал его. So he was patient. Он был терпеливым. So that's the example. Вот это пример. Prabhupada gives of patience. Прабхупада, он говорит о терпении. Then confidence. Затем убежденность. One has to be confident. Нужно иметь эту убежденность. Therefore the devotee thinks, Поэтому преданный думает, Krishna will surely protect me Кришна без сомнения защитит and меня give me help и поможет мне, for the successful execution of devotional чтобы service. я мог достичь успеха в исполнении преданного служения. This is called И это confidence. называется убежденность. Yeah. So, confidence means great faith. Убежденность означает сильная вера. Great faith that by executing devotional service, Сильная вера в то, что если я буду совершать преданное служение, all other responsibilities and duties will be included. то в это будут включаться все другие обязанности.
Just like I gave the story yesterday of Daksha. Как вот вчера я рассказывал историю о Дакше. And I mentioned how Daksha had a fault-finding mentality. У Дакши было такое настроение поиска недостатков. This is interesting. There's someone as powerful as Daksha. И вот интересно, что личность, которая так могущественна, как Дакша, Daksha is even above the demigods. Дакша, он даже выше полубогов. See, above the Earth planet, you've got the Earth planet. Есть вот планета Земля. Then the next planetary system is Swagaloka. Следующая планетная система вверх — это Сваргалока. And this is demigods. Там живут полубоги. And above Swagaloka is Janaloka. И выше Сваргалоки находится Джаналока. And these are the progenitors, the producers of living entities. Там живут праджапати или прародители человечества, So that's Daksha. которые производят население Вселенной. И там живет Дакша. And above Janaloka, И выше Джаналоки the next planetary system is Tapaloka. следующая планетная система — это Тапалока. And the chief residents of Tapaloka are the four Kumaras. И главные жители Тапалоки — это 4 кумаров. And to reside there, you have to engage in tapa or austerity. Чтобы жить там, нужно совершать тапу или аскезу. And the main austerity is just being celibate. И главная аскеза заключается в том, чтобы соблюдать целибат. Obviously, you can't produce children. И естественно, что таким образом нельзя производить детей. And then above Tapaloka is the highest. И выше Тапалоки находится наивысшая планета. And that's Brahmaloka. Это Брамалока. Yeah. But most of the demigods are on Swagaloka. Большинство полубогов находится ниже, на Сваргалоке. Because there's 330 crore demigods. 33 миллиона полубогов. Yeah, 330 million. The sub-demigods, sub-demigods, various categories. Есть разные категории полубогов, главные, подчиненные, еще подчиненные. Yeah. So Daksha had this fault-finding И mentality. у Дакши было настроение поиска недостатков. And remember, he criticized Lord Shiva. И помните, как он покритиковал Господа Шиву? No, you don't do that. Вот этого делать нельзя. The name Lord Shiva means auspicious. Шива означает благоприятный. He's Vaishnava. Он Вайшнав. Vaishnavanam yatha Sambhu. Sambhu, Rudra, Shiva, all the same name. He is topmost Vaishnava. Шамбу, Рудра, Шива — все это имена. И он является наивысшим Вайшнавом. Actually, he's not even a jiva. Он даже на самом деле не джива. It's between Jiva Tattva and Vishnu Tattva. Он занимает место между Джива Татвой и Вишну Татвой. Somehow or other, Daksha criticized him. Но Дакша, он критиковал его. So you know the story, he had his head cut off. Вы знаете, да, эту историю, как ему отрубили голову. And he had the head of a goat. Потом туда приставили голову козла. Then he died. Он умер. And later on he was born again as Daksha. И затем он родился как Дакша снова. Because it's like one of his services to reproduce. Но что это его служение, производить потомство. So the Prachetas were a group of people engaging in austerities. И прачеты — это группа людей, которые совершали аскезы. And they were controlling the Earth planet. Они управляли планетой Земля. And while the Prachetas were engaged in severe austerities, И пока прачеты совершали суровые аскезы, the population of the trees throughout the Earth planet increased too much. Планету Землю населили очень много деревьев, то есть деревья заполнили всю Землю. And apparently everywhere there were too many trees. Повсюду были только одни деревья. So the Prachetas, using mystic power, burned them down. И прачеты, используя свою мистическую силу, начали сжигать их. And at that time, the presiding deity of the trees was the moon god. И как бы главой деревьев был бог Луны. And his name was Soma. Его звали Сома. So we say Chandra, the moon. Мы говорим Чандра, Луна. But that's like saying the Ukrainian president.
Но это как говорит украинский президент. But the Ukrainian president, he has a name. Но у украинского президента есть имя. So Chandra is a post. Чандра это как пост, положение. Chandra has a name. У него есть имя. So at that time it was Soma, S-O-M-A. И в то время его звали Сома. And he was very pleased with the Prachetas because they stopped burning down the trees. И он был очень доволен прачетами, потому что они перестали сжигать деревья. So Prabhupada mentions how he mentions in the 6th canto. И Прабхупада упоминает в 6-й песне, That due to the rays of the moon, trees and herbs are nourished and grow. Когда восходит луна, то деревья и травы, они получают питание и растут. So it's the moon's rays, not the sun's rays. Поэтому их как бы питает луна, а не солнце. That nourishes the trees. Именно она питает деревья And herbs. и также травы. So Soma, being very kind, gave his daughter as a wife to the Prachetas. И Сома, будучи довольны прачетами, он отдал им свою дочь в жены. Her name was Pramalocha. Ее звали Прамлоча. Pramalocha. So from Pramalocha was born Daksha. И вот у нее родился Дакша. And then that's when Daksha again became angry towards Narada Muni. Вот. И уже после этого второго рождения, все равно Дакша опять разозлился на Нараду Муни And offended him. и оскорбил его. So Uttran Nishtaya Dayat, enthusiasm, patience, confidence. Так, энтузиазм, терпение и убежденность. Then we have the word Tat Tat Karma Pravartanat, Затем идет слово Тат Тат Карма Правартанат, which means one must strictly follow the regulative principles of Vaidhi Bhakti. что означает, что надо строго следовать регулирующим принципам Вайди Бхакти. So there's Vaidhi Sadhana Bhakti, which means adherence of rules and regulations. Есть Вайди Садхана Бхакти, что означает строгое следование правилам предписаниям. And then there is Raganuga Sadhana Bhakti, И есть Рагануга Садхана Бхакти, which is superior которая является более высоким уровнем, because it's based on natural attraction. потому что она основана на естественной привязанности. But it only comes at a more advanced stage. Но она приходит только на более продвинутой стадии. So Prabhupada preached and encouraged us to follow Vaidhi Sadhana Bhakti. Прабхупада проповедовал, вдохновлял нас на то, чтобы следовать Вайди Садхана Бхакти. Yes. So one has to build the foundation in one's spiritual life. Поскольку в своей духовной жизни нужно построить фундамент. Like this building has a foundation. У этого здания есть фундамент. Or I saw, sometimes when I fly India, I go to Dubai. Иногда, когда я лечу в Индию, я лечу через Дубай. And there they have the tallest building in the world. И там есть самое высокое здание во всем мире. And I would think, how deep is the foundation? Я вот думал, насколько глубокий должен быть фундамент. The foundation is not deep. The building will, if there's an earthquake or tremor, or the wind is too strong, it will blow. Если не будет прочного глубокого фундамента, то малейшее землетрясение или сильный ветер, то есть это все может разрушить здание может распасться. So foundation has to be strong. Поэтому фундамент должен быть сильным. It's like in Los Angeles, it's on a crack where they get lots of earthquakes. San Francisco, Los Angeles. И вот в Лос-Анджелесе идет как бы такая трещина, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, где здесь часто землетрясения случаются. So they have a law that the house must be quake-proof. И там закон, что дом должен быть защищен от землетрясений. Which just means the foundation is very strong. Что означает, что фундамент должен быть очень сильным. The walls are very thick. А стены очень толстыми. There's a lot of metal, steel reinforced in the concrete. И там повсюду такие железобетонные конструкции, которые усиливают здание. Then the building will withstand the earthquake and Это нужно для того, чтобы здание могло выдерживать землетрясение. So Vaidhi Sadhana Bhakti means the foundation of our bhakti. И Вайди Садхана Бхакти означает фундамент нашего бхакти. And the stronger the foundation, then the higher we can go. И чем сильнее фундамент, тем выше мы можем подниматься.
But if the foundation is not strong, when you go high, then you fall. Если фундамент слабый, мы можем высоко забраться, но потом мы свалимся. Yeah. Then there is a Sangha Tyagat. Give up the association of non-devotees. Затем санга тягат, нужно отказаться от общения с непреданными. So what does that mean? Что же это значит? That we can't associate with anyone who's not a devotee. Что мы вообще никак не можем общаться ни с кем, кто не является преданным Кришне? Is that what it means? Вот это означает? No. Нет. Because many of you work. Потому что многие из вас работают. And you have to associate with non-devotees. Вам приходится общаться с непреданными. Or you have family members who are non-devotees. Или даже у вас могут быть члены семьи непреданные. When I leave here, I'm going to see my parents. Когда я лечусь Украины, я поеду к своим родителям. Except for my mother and sister, they're all non-devotees. И кроме моей мамы и сестры, они непреданные. No interest in Krishna. Их вообще не интересует Кришна. So what it means is Sangha Tyagat. Tyagat means to renounce. Тяга означает отрекаться. Sangha means good association. Санга означает хорошее общение. Asanga means bad association. Асанга означает плохое общение. So it means when discussing spiritual matters, Это означает, что мы обсуждаем духовные темы. you don't associate. То есть, когда мы обсуждаем духовные темы, не надо их обсуждать с непреданными. But if you're at work and you have to talk with some fellow worker, Но если вы работаете и вам нужно там о чем-то поговорить со своим товарищем then на работе, that's like a social relationship. это такие условия, общение такое социальное. So that's different. Это тоже другое. But even that is painful for the devotee. Но даже и это для преданного неприятно, болезненно. But sometimes we have to do it because you have to work. Но иногда нам нужно это делать, потому что нам надо работать. Just like Rupa Goswami and Sanatana Goswami. Как Рупа Санатана Госвами, Previously they had different names. ранее имели другие имена. Dabya Kasakyamala. Дабир Каса, Сикир Малик. And they were working in the Muslim government. Они все работали в мусульманском правительстве. Hussein Shah. Хусейн Шаха. And he was brutal. Он был очень жестоким. Killed the cows, Он убивал коров, killed the Brahmin. убивал браманов. He was like, he would rule with fear. Он правил, основываясь на страхе. Yeah, fear. То есть основой управления было страх. He was such a cruel man. Очень жестокий был человек. Hussein Shah commissioned a builder, Muslim, to build a tower. Он нанял одного мусульманского строителя построить башню. And Hussein Shah came to see how the tower was being built. И он пришел туда, на эту башню, чтобы посмотреть, как она строится. And he was very pleased with the work that was done. И он был очень доволен тем, как она была построена. It was taking too long. Но слишком много времени на это уходило. The builder was too slow. Строитель был слишком медленным. So he said, look, I'm going to throw you off the top of the tower. И он сказал ему: я тебя сброшу с крыши этой башни. You're too slow. Ты слишком медленно строишь. But what you have done is quite good. Но то, что ты сделал, это достаточно неплохо. Therefore, I'll give you one benediction. Поэтому я тебе дам одно такое благословение. Ask for anything you want, Попроси, чего ты хочешь, except your life. кроме своей жизни. So the builder said, all right, you name the tower after me. И этот строитель сказал: назови эту башню моим именем. So the tower is named after him. И эту башню назвали его именем строителя. They threw him off. They killed Потом him. сбросили его с башни. So then Hussein Shah turned to the number 2 in charge. Затем Хусейн Шах обратился к его помощнику, к He заместителю. said, finish it. Сказал: закончи. I'll come back in a few months. Я через несколько месяцев вернусь. So now the number 2 man, he didn't know what to do. И этот заместитель не знал, что делать. So that time, he took advice from Sanatana Goswami. И он затем попросил совета у Санатаны Госвами. And Sanatana Goswami told him exactly what to do.
И Санатана Госвами в точности все рассказал, что надо делать. He told him, go to Rajasthan, Он сказал, пойди в Раджастан, and there you get the marble cutters, там найди тех, кто будет нарезать мрамор. and get it marble done there, and then transport it here. Пусть мрамор там нарежут, привезут сюда. So the second builder, he did exactly what Sanatana told him. И заместитель сделал все в точности, как ему сказал Санатана. Now this is before Sanatana was the Prime Minister. Это было еще до того, как Санатана стал премьер-министром. So then Hussein Shah came back and he saw the towers finished. Когда Хусейн Шах вернулся, увидел, что башня уже закончена. He's very pleased. Он был очень доволен. And he knew Hussein Shah very intelligent. Но Хусейн Шах был очень разумным. Demons can also be very intelligent. Демоны могут быть также очень разумные. He knew this builder must have got advice from Он someone. знал, что этот строитель кого-то получил совет. And the builder said, yes, this Sanatana. И он сказал, да, вот Санатан. So then Hussein Shah went to Sanatana И Хусейн Шах пошел к Санатане. and said, oh, you're very resume. Сказал, ты очень разумный. You come and work for me. Приходи, будешь на меня работать. You be my minister. Будешь моим министром. Be my number one minister. Будешь моим главным министром. So obviously Sanatana refused. И, конечно же, Санатан отказался. He was a Saraswat Brahmin. Он был Сарасвата Брахман. He's not going to work for the Muslims. Он не собирался работать на мусульман. So then Hussein Shah threatened him. Тогда Хусейн Шах начал угрожать ему. He says, I know where you come from. Я знаю, откуда ты родом. You're born there in Bengal. Ты родился в Бенгалии. Actually, it was East Bangladesh, now East Bengal. Восточная Бенгалия, Бангладеш сейчас. I know your family are there, Я знаю, где там есть семья. and they're all Vaishnavas. И они все вайшнавы. I will kill them all. Я их всех убью. And then I will, whoever's living, I will convert to Muslim. И всех, кто там будет жить, я превращу в мусульман. If you don't come and work. Если ты не будешь на меня работать. So that's how he managed to get Sanatana. И так он заставил Санату работать на себя. And then Rupa Goswami became his secretary. И тогда Рупа Госвами также стал его секретарем. And the third brother, Anupam, became in charge of the finance. И Анупам, третий брат, начал отвечать за финансы. So Sanatana, he had to associate. И Санату не приходилось общаться. And he even gave Hussein Shah respect. И он также выражал почтение Хусейн Шаху. Although Hussein Shah was actually demoniac. Хотя Хусейн Шах был демоном. But then later Sanatana escaped Но затем позже Санатан сбежал от него. and went to live in Vrindavan secretly. И секретным образом брался в Вриндаван и жил там. So, Sangatyagat, give up the association of non-devotees. Санкья-тяга — отказаться от общения с непреданными. And the last one, Sato Vrite, Последний — это Сато Врите. follow in the footsteps of the previous acharyas. Следовать по стопам предыдущих ачарьев. So we follow in the footsteps of Prabhupada, Мы следуем по стопам Прабхупады, Bhaktisiddhanta, Бхактисиданты etc. и так далее. Sato Vrite, in this Hare Krishna movement, Сато Врите. В нашем движении сознания Кришны we require everyone to rise early in the morning надо, чтобы все вставали рано утром, by 4 a.m. До 4 утра, and attend Mangalati, и посещали Мангалары, then read Bhagavatam, затем читали Бхагаватам perform Kirtan. и совершали киртан. Thus we hold continuous activities Таким образом, мы будем это совершать, то есть постоянно, in devotional service, в преданном служении, 24 hours daily. 24 часа каждый день. This is called Sato Vrite, Называется Сато Врите. following in the footsteps of the previous acharya. Следовать по стопам предыдущих ачарьев. So another interesting point Prabhupada mentioned. Еще Прабхупада упоминает один интересный момент. He says that devotional service is so pure and perfect Он говорит, что преданное служение настолько чистое и совершенно, that once having begun, что если кто-то начнет его, one is forcibly dragged to ultimate success. то он даже насильно будет притянут к совершенству.
So you have all begun your bhakti. Все вы уже начали свою бхакти. Some of you are initiated. Кто-то из вас уже инициирован, Some of you are second initiated. кто-то дважды инициирован, Some of you are just chanting 1 or 2 rounds. кто-то из вас повторяет 1 или 2 круга, Some of you have been practicing for a few months, кто-то практикует всего несколько месяцев, and some for 20 years. а кто-то 20 лет. But devotional service or bhakti to Lord Krishna Но преданное служение или бхакти Господу Кришне is so pure настолько чисто и совершенно, that once having begun, что если кто-то уже начал его, and you've all begun it, и вы все его уже начали, one is forcibly dragged to ultimate success. то он будет даже насильно притянут к этому высшему совершенству. So when you attain ultimate success is up to you. Когда мы достигнем этого высшего совершенства, это зависит от нас. Whether it's this lifetime or next lifetime, Либо в этой жизни, либо в следующей. or like Bharat Maharaj, 3 lifetimes. Или как Бхарата Махараджа 3 жизни. When you attain ultimate success depends on utsaha, nishtayat, dayat. Когда вы достигнете этого высшего успеха, зависит от 3 вещей: усахан, нишчаят и дарьят. How enthusiastic, Насколько вы будете энтузиастичны, how much confidence or faith you have. сколько сильна будет ваша вера, убежденность. But you're all guaranteed going back to Но God. всем вам гарантируется возвращение назад к Богу. So this is your good fortune. Поэтому это ваша удача. And this is due to Prabhupada's preaching in the West. Это из-за проповеди, благодаря проповеди Шрилы Прабхупады на Западе. And then Prabhupada inspiring his disciples, И затем Прабхупада вдохновлял своих учеников, like Niranjana Maharaj, Нираж Махараджа, Krishna Maharaj, Бхакти Кришна Махараджа. etc., и to так далее. preach, Он вдохновлял их на проповедь in communist countries. в коммунистические страны. So we should know that we're guaranteed success. Поэтому мы должны знать, что нам гарантирован успех. Yeah. So never become depressed. Поэтому никогда не впадайте в депрессию. Never become despondent. Никогда не падайте духом. The nature of material energy Природа материальной энергии is to make us become a little despondent, такова, что она заставляет нас впадать в отчаяние, depressed, в депрессию. and especially in Russia, В особенности в России, Ukraine, в Украине, even more so. даже в Москве. Suicide rate in Russia is 3 times more than the world average. Самоубийство в России в 3 раза выше, чем по всему миру средние числа. Yeah. The worst country in the world is Lithuania. Самая сильная уровень самоубийства в Литве. Latvia. And then comes Russia. Затем идет Россия. Ukraine is about 7th, Украина на 7-м месте. much less than Russia. Немного ниже, чем Россия. So the nature of Maya is to make you feel that you're wasting your time. И природа майи такова, что она заставляет вас считать, что вы напрасно теряете время. You become depressed, Мы впадаем в депрессию, lethargic, становимся такими инертными. inertia. Да. So you should always remember how fortunate you are. Поэтому мы всегда должны помнить, насколько мы удачливы, You possess the holy name. что мы обладаем святым именем. All of you have some faith in the holy name. И у всех у вас есть вера в святое имя. Now, some of you have more faith, У кого-то есть больше веры, and some slightly less. у кого-то немного меньше. But you all have faith in the holy name. Но у вас у всех есть вера в святое имя. I remember one of my disciples passed away recently. Я вот помню, что недавно один мой ученик, он ушел из этого He мира. was an Indian man, maybe 65 or 70. Он был индийский мужчина, 65-70 лет. So the devotees used to visit him in hospital. Преданные приходили к нему в больницу. But at the particular time when he died, he was by himself. Но в тот момент, когда он умер, он был сам один. And he was gasping for breath. И он задыхался. And the nurses called the doctor. И сестра позвала врача. And they wanted to put the mask on his face Ему на лицо хотели положить маску, for breathing. чтобы он дышал.
He refused. Он отказался. He said, no, then I can't chant. Он сказал, нет, не надо, тогда я не смогу повторять. He said, no, I'd rather die chanting Я сказал, лучше я умру, повторяя, than have the mask put on my face. чем мне маску на лицо положить. So he refused. Он отказался. And he was chanting. Он повторял мантру, повторял. And he was whispering. Шепотом повторял. And then he died. И умер. And the doctors were amazed. И врач был изумлен. They spoke with the devotees later. Они позже поговорили с преданными. We never seen anyone pass away like this. И они говорили, что мы никогда не видели, что кто-то умирал таким образом. And he was a congregational member. Он был просто членом общины. Never lived in the temple. Не жил никогда в храме. And only became serious in the last 15 years of his life. И стал серьезно практиковать последние 15 лет своей жизни. Most of his life he was just ordinary Hindu. И большую часть своей жизни он был просто как обычный хинду. So Krishna is very kind. Кришна очень добр. So you should always remember this. Поэтому всегда должны помнить это. And be careful that Maya doesn't trick you. И быть осторожным, чтобы Майя не обхитрила нас. Into feeling depressed. Не ввергла нас в депрессию. Or to feel that you're not making enough advancement. Или не заставила нас думать, что мы совершаем недостаточно прогресса. Or that Krishna is not really my supreme friend. Или поверить в то, что Кришна не является моим высшим другом. He is your supreme friend. Он ваш верховный друг. Life after life. Жизнь за жизнью. He's your supreme loving father. Он наш верховный любящий отец, friend, друг, master, повелитель, protector, защитник. And he's always there. Он всегда с нами. And these little problems we go through are small-time tests. И те все проблемы, через которые мы проходим, это всего лишь небольшие проверки. And they're all small-time. И все это небольшое. And when you go through it, you finish, you look back and you can laugh at the test. Когда мы пройдем через все эти испытания, мы посмотрим назад, мы сможем смеяться над этим. But sometimes when you're going through the test, it's difficult to laugh at it. Но иногда, когда мы в самом середине событий проходим через все это, то нам трудно на это как-то смеяться. Because then it wouldn't really be a test. Потому что если тогда это не было бы таким испытанием. So sometimes when you're going through it, it's quite heavy. Иногда, когда мы проходим через это, достаточно тяжело и трудно. And then it has to be heavy to be a test. Но для того, чтобы это было испытанием, это должно быть трудно. And then when it's finished, you look back and you laugh. Но затем, когда все заканчивается, мы оглядываемся назад и смеемся. So this is the gift Prabhupada has given us. Вот это тот дар, который нам дал Шрила Прабхупада. We should reciprocate with him. Мы должны отвечать ему взаимностью, And support his personal mission as поддерживать его личную миссию ИСККОН. Srila Prabhupada ki jai. Go Premanandi. В лекции Махарадж упоминал о том, что в одной из прошлых лекций Махарадж упоминал о том, что мы должны следовать по стопам группы Госвами, внешнее и внутреннее. Внешнее это Шравана и внутреннее, я бы хотел узнать, какую медитацию мы могли бы развивать на нашем наименьшем уровне, следуя по стопам группы Госвами. You mentioned that we should follow in the footsteps of Rupa Goswami externally and internally. And externally we can understand that it is Shravana and Kirtana. And what about the internal following on our level? What meditation we can develop? Probably nothing. Скорее всего, никакую. You have to wait till you get more advanced. Нужно подождать, пока мы станем более At продвинутыми. least a deep ruchi. По крайней мере, до уровня глубокого ручи. And then if you associate with the Braja Bhakta, И Тогда, если мы будем общаться с Раджа Бхактой, if you associate with Rasika Vaishnava, если мы будем общаться с Расика Вайшнава, you can begin to understand very чуть-чуть тогда мы сможем чуть-чуть понять это. and gradually grows. Постепенно это будет усиливаться. But at our stage, На нашей стадии internally, внутреннее исследование we can't understand Rupa Goswami.
Мы не можем понять внутренний Рупа Госвами. It's just too way above us. Это слишком высоко для нас. So, therefore, patience. Поэтому терпение. Сахан нищает даят. You know, you start to build a house. Когда вы начинаете строить дом, Can't in one weekend have 4-story house. мы не можем за одну неделю все 4 этажа построить. Spend 2 months just building the foundation. 2 месяца только нужен на фундамент. So it starts from the outside and then it goes in. Начинается все снаружи и потом идет внутрь. If we give you big vreniki, Если мы вам дадим большой вареник, I mean, when you bite it, когда вы кусаете его, do you start with the inside or do you start with the outside? вы начинаете кусать его снаружи или изнутри? With an apple, you start with the outside or you start with the Или если это inside? яблоко, вы снаружи его кусаете или изнутри? First the outside. Сначала это идет внешне. And learning maths, first you start 2 plus 2. Когда мы учим математику, сначала мы учим 2 плюс 2, And then you go more higher. затем уже продвигаемся выше. So understanding the internal mood of Rupa Goswami, То есть мы, чтобы следовать внутреннему настроению Рупы Госвами, that really comes at later stage. то есть это внутреннее следование, оно придет на более таких высоких стадиях. But we can get a slight hint by reading Chaitanya Charitamrita. Но мы сможем получить небольшое такое как бы видение, если мы будем читать Чайтанья Чаритамриту. And that we should not read properly. We should not make a thorough study of CC until we made a thorough study of Srimad Bhagavatam. Но мы не должны браться за подробное изучение Чайтанья Чаритамриты, пока мы подробно не изучили Шримад Бхагаватам. And that only comes after a thorough study of Bhagavad Gita. А этим мы можем заняться только после тщательного изучения Бхагавад-гиты. Most of us are still on the Bhagavad Gita stage. Большинство из нас по-прежнему находится на стадии Бхагавад-гиты. We haven't even gone to the Bhagavatam. Мы еще даже не подошли к стадии Бхагаватам. And then after that is the CC stage. И только после этого уже будет уровень читания Чаритамриты. Then you can get some slight indication of Shri Chaitanya Manobhishtam, Rupa Goswami's energies. Тогда мы сможем до какой-то небольшой степени понять внутренние желания Рупы Госвами. Скажите, пожалуйста, как отразится на человеке тот факт, что он обманул своего духовного учителя? Спасибо. Please tell how will the fact that the disciple cheated his own spiritual master will affect him? How the fact that the disciple cheated the spiritual master will affect the disciple. How is, what's an direction? example of cheating? А что за пример обмана? Какой-то конкретный пример? Well, if the disciple cheats the guru, Если ученик обманывает гуру, he or she is really cheating themselves. тогда на самом деле он или она, они обманывают себя. Who are you cheating? Кого вы обманываете? You know, you try to cheat Krishna, Ну, попытайтесь обмануть Кришну. but he is the supreme cheat. Но сам кого хочешь обманывать. So guru is a representative of Krishna. А гуру он представитель Кришны. So you don't actually cheat the guru. Поэтому на самом деле не надо обманывать гуру. You end up cheating yourself. В конце концов, мы просто будем обманывать себя самих. And you will get a reaction. И мы получим реакцию. Yes. So one has to be very careful in dealing with senior Vaishnavas. Поэтому нужно быть очень аккуратным, когда мы общаемся со старшими вайшнавами. Especially Diksha Guru В особенности с Дикша гуру and Siksha Guru. и Шикша гуру. But any senior Vaishnava, one should be careful. Но также и сюда относятся любые старшие вайшнавы. And senior and junior is determined by how attached they are to Krishna. Старший или младший, это все зависит от того, насколько преданный привязан к Кришне. Prabhupada writes, Шрила Прабхупад пишет, we deal with different Vaishnavas according to their respective levels of advancement. мы обращаемся с разнообразными вайшнавами в зависимости от их уровня духовной продвинутости.
So we deal with the Vaishnavas differently. То есть мы обращаемся с вайшнавами по-разному. Those that are lower than us in terms of spiritual advancement, Те, кто ниже нас в соответствии с духовным прогрессом, we deal with compassion, с ними мы обращаемся со страданием, try to help them, пытаемся помогать им, make them come higher. чтобы они поднялись выше. And those that are on our same level, Но те, кто на одном и том же уровне, we develop friendship. с ними мы развиваем дружбу. And those that are on a higher level, А те, кто на более высоком уровне, whose hearts are freed from a propensity to criticize, чьи сердца свободны от склонности критиковать других, and we are engaging in ananya bhakti, и они занимаются ананья бхакти, which is the Goswami said. то, что говорит Рупа Госвами. Text number 6. Текст номер 6. Ananya nindari sunya rijamipsita sangalabhya. Ninda means offenses. Нинда означает оскорбление. Sunya, no offenses. Шунья означает нет оскорблений. Hridim, within the heart. Хридим в сердце. So those Vaishnavas who never criticize others, И те вайшнавы, которые никогда не критикуют других, ipsita sangalabhya, sangha, such association is very desirable. мы должны страстно желать общаться с ними. So we serve those types. И таким вайшнавам надо служить. So there's 3 kinds I mentioned. И вот я упомянул 3 типа. Those who are lower than us, Те, кто ниже нас, we have great compassion, мы к ним проявляем сострадание, like a younger sister or younger brother. как к младшему брату или сестре. We love them. Мы их любим, We try to help them. пытаемся помочь им. And they're younger than us. Они младше, чем мы. And then our equals, На равном уровне friendship. дружба. And then the superiors, И есть старшие, serve. и мы им служим. Follow all their instructions. Следуем всем их наставлениям. These are the 3 categories. Вот 3 категории. Да, есть вопросы? А что вы посоветуете читать человеку, который недавно пришел в сознание Кришны? Получил. What would you recommend to read to the person who is just a newcomer to Krishna consciousness? Science of self-realization. Наука самоосознания. You have that in Russian? Есть на русском, да? Probably the best book. Да, самая лучшая книга. I read Ishapanishad, Я, например, прочитал Ишупанишад. and that convinced me. That convinced. И это меня убедило. And in 1973, we only had that many books. Но в 1973 году у нас было всего несколько книг. It was only up to the 3rd canto. И Бхагаватам был только 3-й песней. And then the smaller books. Затем также небольшие тоненькие книжечки. And then gradually you go to Bhagavad Gita. Постепенно можно переходить к Бхагавад-гите. 18 chapters. 18 глав. But a thorough study. Но нужно тщательно изучать, внимательно. And then you can understand how chapter 1 leads to chapter 2. Тогда можно будет понять, как глава 1 идет к главе 2. How chapter 2 leads to chapter 3. Вторая глава идет к 3. Within chapter 2, text 11 to text 30, is the Sankhya section, chapter 2. И во второй главе текст 13 и текст 40 представляют собой раздел Санхи. Sankhya means analytical study of matter and spirit. Санхи означает аналитическое изучение духа и материи. Those are the verses that deal with the soul. Те стихи, в которых описывается душа. So you see how one chapter goes to the next. Можно видеть, как одна глава идет к другой. Like these steps, as I'm coming, I go one step and one step higher and I go up to the temple roof. Ступеньки ведут снизу, я иду от одной ступеньки к другой, они приводят меня в алтарную. So Krishna is taking Arjuna one step higher, one step higher. И Кришна поднимает Арджуну на ступень выше, затем еще на ступень выше. And then we go to Bhagavatam. Затем мы можем перейти к Бхагаватам. There's 12 cantos. 12 песен. And then to Chaitanya Charitamrita. Затем читаем Чаритамриту.
Еще какие-то вопросы есть? Махарадж пишет, что воспевание числа Святых Имен можно получить от того, у кого мы есть, то есть от Шрилы Прабхупады. Сейчас в конце лекции он сказал о том, что мы должны как-то вместе сотрудничать. И такой момент, то есть подойти, получить непосредственно наставление от другого учителя, или существует такое мнение, что уже все благословенно давно, и после того, как делать это служение, это воздействуешь. Что вы можете Вопрос в том, что как получить непосредственно наставление от себя личности, или действовать согласно своей философии и чувствовать, не чисто, чувство миссии. Брать это служение самостоятельно или получить лучше непосредственно. You are saying that in order to start to chant purely, we need to receive this from the pure devotee, like from Srila Prabhupada. At the same time, it is said that we should execute our duty and everything will come automatically. You said we should cooperate in our ISKCON mission and everything will come along. So, what would you suggest or something? Whether we should come and take the instruction crossingly, or should we just follow the instruction and everything will come automatically? Same as me. As an example, we have to be patient. Maybe whether we should always come personally and ask for the instruction, or we just can get the instruction and follow it and then everything will come. Well, I never asked Prabhupada for personal instruction. Я никогда не спрашивал у Прабхупады личных наставлений. In those days we were encouraged not to approach Prabhupada personally. В те дни нам говорили, что нам не надо лично подходить к Прабхупаде, что-то спрашивать. The idea was not to bother him. Была такая идея, что не надо его беспокоить. Now, I never wrote a letter to Prabhupada. Я никогда не писал письма Прабхупаде. I wish I had. Хотел бы я, конечно, их писать. I've got 5 or 6 letters that Prabhupada wrote. У меня есть 5 или 6 писем, которые написал Прабхупада. Like my initiation letter. Например, письмо на мою инициацию. But I never wrote to him and he never wrote to me. Но я не писал ему лично, он не писал лично мне. But I listened to his talks. Я слушал его лекции. And I listened to those that he gave instructions to. И слушал, когда он давал наставления. Like he had an inner circle. У него был такой внутренний круг, Whom he gave instructions. кому он давал наставления. And he tried to train, especially sannyasis, И он пытался их обучать, в особенности саньяси и GBC. and then they spoke to me. И они уже со мной говорили. I can remember one time in South Africa, Harry Kesh, who was the secretary. Помню, однажды в Южной Африке Харикеш Прабху, он был секретарем Прабхупады. He became Prabhupada's secretary at that time. Он в то время был секретарем Прабхупады. He was a brahmachari. Он был брамачари. And he took me aside one time and he said, he showed me how to use the chamara whisk. Он ввел меня один раз в сторону и показал, как надо правильно использовать чамару. Now he said, some people, they go like this. Некоторые люди, он сказал, делают вот так вот. You know, like a pair of nunchakas. Используют чамару как пару нунчаков. You know, martial arts, kung fu. Как будто они занимаются кунг-фу. When Harry Kesh Prabhu told me, Prabhupada told him, На Дзем Харикеш Прабху сказал мне, что ему сказал Прабхупада, you do it very simply. что нужно это делать очень просто. You just go like this, Вот так вот делать, and then 112, затем один круг, and again, и опять так вот, и 112, один круг, and again. и опять вот так вот. Not all this waving. Не надо вот постоянно там что-то махать. So I don't think Harry Kesh Prabhu was making that up. Я не думаю, что Харикеш Прабху это как-то выдумывал. I think Prabhupada told him.
Просто я вам так сказал Прабхупаду. And I was the pujari. Я был пуджари. So, you know, I ended up offering Guru Puja to Prabhupada maybe 15 times. И я лично проводил Гуру Пуджу Шриле Прабхупаде, может, 15 раз. So I guess he must have seen that I was doing it wrong. И, наверное, он видел, что я делал это неправильно. So he corrected me. Поэтому он поправил меня. Anything else? Еще? Может, святейшество Шрила Сарасвати говорит, что по его мнению, самый оптимистический подсчет жизни в практике преданности, прежде чем мы вернемся в духовный мир, это 3. Одна каништа, начинающий преданный, вторая среднего уровня и потом высший. А Шрила Прабхупада, он говорил, что если мы будем смиренно следовать 4 регулирующим принципам, повторять 16 кругов, если нам это удастся делать до конца жизни, то мы уйдем в духовный мир. Не могли бы вы дать свое мнение на это утверждение, на эти утверждения? But even though the Course said that at least we need to go through the 3 lives, go back to God, the Nishta Apikaya, the Madhyam and the But Srila Prabhupada says that to follow 4 regulated principles and chant 16 rounds and do some devotional service and it's guaranteed people practice spiritually in one life. Where's the reference? А где есть ссылка? Bhaktivinoda Thakur saying 3 lives. Where's the reference? Бхактисиданта? Бхактисиданта Сарасвати. Where's the reference? А где это пишет? Где он пишет это? He read it, just forgot where he read it. Yeah, no, I need the reference. Мне нужно ссылку, не знаю. Although, I doubt, obviously, you know, you're not making it up. Ну, конечно, я понимаю, что вы это не придумываете. But when there's a strong statement like that, Но когда вот есть такое значимое утверждение, you can't even open your mouth and say that without knowing the reference. мы не можем даже открыть рот и сказать это, если мы не знаем ссылку. And if he said it in Bengali or English, И если мы не можем сказать это на бенгале, на английском, and if he said it in Bengali, who translated it? то есть, например, если я вам сказал это на бенгале, то кто это переводил? Because translation may be wrong. Потому что, может, это неправильный перевод. So many times I see translations are wrong. Но часто я вижу, что неправильно переводят. You know, I read the Bengali and I see translations aren't always 100%. Я, например, читаю бенгале и вижу, что перевод не всегда на 100% правильный. So see if you can find the reference. Поэтому посмотрите, где это. Так или иначе, у нас есть доверие к Шриле Прабхупаде, к его утверждению прежде всего. Насколько мы можем верить Шриле Прабхупаде, поскольку все равно так или иначе мы принимаем его утверждение как конечное. So, to what extent we can believe to Srila Prabhupada, we accepting his conclusion as final, so to what extent we can trust this? Well, if you can find the reference of Srila Bhaktisiddhanta saying that, I'll be very interested. Ну, если вы найдете эту ссылку, где Шрила Бхактисиданта говорит так, мне это самое интересно. And there's also the context in which he says it. Также очень важен контекст, в котором он говорит These are это. all very important things. Это очень такие важные вещи. Like in 1975, Prabhupada said in South Africa, В 1975 году в Южной Африке Шрила Прабхупада сказал, we gave him 5th canto. мы дали ему 5-ю песню. He said that my disciples think these books are just for distributing, И Прабхупада сказал, что мои ученики думают, что эти книги только для распространения, not for reading. не для чтения. I give you permission to read them 24 hours a И day. я даю вам разрешение читать их 24 часа в день. Obviously, you know, we have to preach.
Но очевидно же, что нам также надо проповедовать. And what if you're a GBC or temple president? Что если вы GBC или президент храма, Pujari. Пуджари? You can't read 24 hours. Вы не можете читать 24 часа в день. But Prabhupada said that, you've got to take it in context. Но Прабхупад сказал так, и это нужно рассматривать в контексте. So Prabhupada said, you chant Hare Krishna, Прабхупад сказал, повторяйте Харе Кришна. and he's written in some letters, you can go back to Godhead in this lifetime. И он написал там в нескольких письмах, что вы сможете вернуться в этой жизни к Богу. But it has to be explained. Но нужно объяснить. First of all, you'd have to chant Shuddhanam, Прежде всего нужно повторять Шудханаму. and yes, you will go back to God. И тогда вы, да, конечно, вернетесь к Богу. So it's sort of like saying you have a young girl, Вот, например, у вас есть вот девочка young boy, 6 years old. или мальчик 6 лет ему. You go to school, Ты пойдешь в школу you become a doctor. и станешь врачом. There's a big difference, isn't it? Но большая разница, да? 6 years old 6 лет мальчику. and being a heart surgeon. Или, например, он становится там, хирургом на сердце. You can ask these Indian devotees who are studying medical. Вот можно спросить меня преданных из What a Индии, hard work, huh? которые учатся на врачей, да? Такая большая работа. So in the same way, Prabhupada would say, Также Прабхупад говорил, chant Hare Krishna, повторяйте Харе Кришна, and you go back to Godhead. и в этой жизни вы вернетесь к Богу. It's that same idea. Та же идея. Партха Саратхи, второй нищий, медитация 16, страница 99. Когда ты освоишь осознанный сон, ты сможешь установить всецелую связь со мной. Вопрос, как можно практиковать осознанный сон? This is words by Bhakti Swami from Beggar to Meditation 16. When you come to the stage of conscious dreams, then you can reestablish connection with me. Question: how we can practice conscious dreams? I think on the stage of Bhav, Я думаю, что на стадии Бхава, which is beginning stage of love of God, которая является начальной стадией любви к Богу, when you sleep, когда вы спите, you're still thinking of Krishna вы по-прежнему думаете о Кришне and your eternal relationship with Krishna. и ваших личных отношениях с Кришной. You've understood your sarup Когда вы уже понимаете свою сварупу, and the characteristics, ее характеристики, which is called Ekadasi Bhava. которые называются Экадаши Бхава. Maybe not fully, but significantly. То есть, может быть, на этой стадии вы не полностью их поймете, но в большей степени. So when you're asleep, Когда вы спите, your consciousness is absorbed in Krishna. ваше сознание, оно поглощено в Кришну, погружено в Кришну. So I would call that conscious И я бы назвал это такой осознанный dream. сон. Now when you're a conditioned soul, Когда мы обусловленные души, and that's like us, вот как мы, your dreams are product of the mode of passion. наши сны являются продуктом воли страсти. That's all. И все. Just like this video camera. Как вот видеокамера, Now they edit it. есть редактор. And they put something I said last year, or something I said the year before, and they edited that as something I said in 1997. И вот редактор, он работает с видеоматериалом и может поместить что-то с этого года, что я сказал, с прошлого, потом с 97-го года что-то. Cameras are recording everything. Камера, она будет записывать все. So this is the mind records all experiences. И ум, он обращается к разным нашим опытам. What you smell, taste, touch. Что мы нюхали, прикасались, ощущали, слышали. And then in a dream it puts different pieces together. И затем во сне он разные кусочки складывает. Something that happened 5 months ago. Что происходило 5 месяцев назад.
the next door neighbor that you knew 10 years ago. То, что сказал вам сосед 10 лет назад. Something that happened 15 years Что ago. было 15 лет назад. Even something that happened in your last life. Или, может быть, что-то, что было у вас в прошлой жизни. All put together. Все это вместе And you dream совмещается. about it quickly. И вы быстро это видите во сне. Or as Prabhupada gave the example, Или как Прабхупад приводил пример. you see a mountain Вы видите гору, and you see a piece of gold. и вы видите кусок золота. And you dream about a golden mountain. Затем во сне вам снится золотая гора. So that's dreams for conditioned souls. Поэтому это вот сны обусловленных душ. The liberated souls don't really dream. Но освобожденные души, они не то чтобы видят сны, They just think of Krishna. они просто думают о Кришне, продолжают думать. But there is one exception, Но есть одно исключение, and it's called swapna. называется свапна. Swapna means dream Свапна означает сон. in Hindi. So you may be lower than Bhava. Мы можем быть еще ниже уровня бхавы. But out of mercy, some revelation can come. Но по милости к нам может прийти откровение. And it may be from guru, liberated Guru, Это может прийти от освобожденного гуру, Lord Chaitanya, Lord Nityananda. Господа Чайтани и Господа Нитьянанды. Very, very rare. Но это очень-очень редко. And it's pure mercy. Это чистая милость. So you don't deserve it. Вы не заслуживаете этого. But out of mercy you may have some divine revelation Но по милости у нас может быть какое-то такое божественное откровение, when you're asleep. когда мы еще спим, когда мы спим. In that case, it's totally divine dream. Тогда в этом случае это божественный сон. But that is extremely rare. Но это очень редко, очень. And you shouldn't think that it can happen to just anyone. It's very rare. Я думаю, что это может произойти с любым человеком. Это очень редко. But there is that possibility. Но есть такая возможность. Before Bhav, До уровня бхавы of having some revelation. может быть какое-то откровение. Yeah. And if you do have one, you should confirm it with your Diksha Guru or Siksha Guru. И если вы думаете, что вам пришло такое откровение, нужно также в этом убедиться, переспросив у Дикша Гуру или Шикша Гуру. Prachimo. Почему? Because it may not be divine. Потому что это может быть не совсем It божественное may just be откровение. the mind. Может быть просто ум. So you got to confirm it. Нужно это подтверждать. Occidenta appeared in Prabhupada's dream Бхактисиданта пришел во сне к Шриле Прабхупаде and told him, take sannyas. и сказал ему, прими саньясу. It can happen. Такое может быть. So, Vaishishvasva, Hare Krishna, Shri Prabhupada ki